как быть замещением сотрудников на время отпуска, как это у вас происходит. Это касается, кстати, не только отпуска, это касается вообще любого отсутствия сотрудника, когда у вас есть хорошо разработанная функциональная оргструктура, понятные области ответственности, понятно, кто за что отвечает, и понятно, какой руководитель за эту область отвечает. То здесь универсальный принцип такой. Всегда, когда сотрудника нет на месте или по какой-то причине он не может выполнять свою работу, или по какой-то причине он вдруг перестал выполнять свою работу, всегда его работу за него выполняет его руководитель. Здесь принцип очень простой. Руководитель всегда отвечает за все результаты, которые производятся ниже. И если этот руководитель прохлопал, что у него по какой-то причине выпал сотрудник, понимаете, например, он просто уволился, и руководитель не позаботился, чтобы наняли достойную замену вовремя. Или, например, он ушел в отпуск, а руководитель не позаботился ни о какой замене на время отпуска, то всегда отвечает руководитель. Это универсальное правило, у нас оно описано в стандартах компании, всегда вышестоящий руководитель. Теперь смотрите, но что делает умный вышестоящий руководитель? Он, понимая это правило, и он, зная, что сотрудник уйдет в отпуск, он находит, как эти обязанности перераспределить между другими ребятами, кто что будет делать, чтобы эта область компании не провалилась, и чтобы эта обязанность была выполнена, и при этом руководитель не был перегружен. Это делает умный руководитель. Поэтому, например, у нас в компании есть такое правило, что люди, находящиеся в одной вертикали, естественно, не могут одновременно уходить в отпуск. У нас есть, даже когда производством я занимался, у нас было 2 отпуска. Один отпуск, когда вся компания закрывалась на неделю на Рождество и Новый год, тогда уходили сразу все. А второй отпуск – это 2-3 недели в другое время, когда сотрудник захочет. Я настроилась на улетный отпуск. Отпуск? Ты только вернулась. С больничного, теперь отпуск. Но были правила, что люди, находящиеся в непосредственном подчинении, ни в коем случае не могут одновременно уйти в отпуск. Еще было такое правило, что коллеги, которые находятся на одном уровне под одним же руководителем, не могут одновременно уйти в отпуск. И еще одно правило, что для того, чтобы они могли идти в отпуск, перехлёст между отпусками должен быть минимум 1 неделю, чтобы было время просто передать дела на время отпуска и так далее. Ну и, естественно, еще одно правило, связанное с тем, что отпускные периоды для себя выбирают сначала вышестоящие руководители, и потом это идет вниз. То есть чем ниже ты в структуре компании, тем меньше у тебя свободы, тем больше тех факторов нужно принимать во внимание, когда ты выбираешь время отпуска. Правила очень простые. Всегда отвечает руководитель, и руководитель сотруднику помогает найти, кому он передаст эти обязанности. Но руководитель же отвечает, что эти обязанности будут выполнены кем-то другим во время отпуска. А если они не будут выполнены, то кто будет это делать? Конечно, вышестоящий руководитель. Это нормально.